Всем привет! Данное видео будет полезно тем, кто собирается переехать в Америку по программе CBP One, которую совсем недавно выпустил Госдепартамент совместно с миграционной службой. Я хочу познакомить вас с ребятами, которые проделали огромный путь и готовы рассказать свою историю, как они попали на эту американскую землю. Я пришла с работы, Юра просто вот так вот лежит. Так, все, мы не сдаемся. Будили ребенка в 3 ночи. Фотографировался, она, кстати, так. Мультики перекрикивали. Так вообще как там рожали. Мы шли в поисках еды. Нам повезло, вам все время везде везло. Да, здесь опасно. Опасно. Ну да. Но мы рискнули. Просто не проходишь, ты не так вот сжимаешься. Да-да-да. Мы были поражены. Стучал просто в двери. Нет. Такой, no. Теперь вы в безопасности. Добро пожаловать в USA. Америка — это другой мир просто. Привет, ребята! Привет. Привет. Это Катюша, Ирина и Юрий. Они решили поделиться своей историей, как им удалось переехать в США. Кому вообще пришла идея первым? Но мы изначально хотели как бы по турвизе посетить, попутешествовать, съездить. И потом у нас ударил коронавирус, получается. У нас это все отложилось на какое-то неопределенное время, на год, по-моему, да, примерно. Ждали, надеялись, что все-таки все это закончится. Вот, и мы начнем выезды. У нас же получается сначала как в России. Офицеры как дают визу, американскую. Они смотрят по, скажем так, как это называется, типа кейс путешествия, наверное, да, вот так вот. То есть визы, куда там летели, какие-то шенгенские, там, вот эти, в Европу-то. И у нас был план изначально. Мы так почитали информацию, подсобрали, то есть какие шансы у нас вообще получить американскую визу и что для этого необходимо. Было написано, что нужны как минимум 2 выезда в Шенген, то есть в Европу, желательно в разные места. Можно там, допустим, в Австралию даже съездить. Как я уже сказал, мы не успели вообще ни одного сделать, ударил коронавирус. Мы расстроились, мы год расстраивались, были такие как бы подавленные. Ну, настроение было, да, действительно плохое. Вот. Но ждали, мы все равно как бы надеялись, мы все равно куда-нибудь съездим. Ну, все равно, чтобы, конечно, получить визу. И когда вот уже, получается, подходил к концу, уже начали послабления вот этого коронавируса, как бы вот пандемии. И что первое открылось, по-моему, это у нас, получается, направление в Египет и Греция. У меня еще и ребенок, вот, и супруга, они очень хотели побывать на море. И мы решили как так все вместе, что поедем в Грецию. Нашли туроператора, она нам сделала путевки, как бы все необходимое, все документы необходимые нам собрала, все подготовили мы. Мы съездили, получается, в Грецию, там отдохнули замечательно. Потом приехали, получается, уже из Греции. Мы уже определились, что хотим в Венгрию слетать. Далее мы взялись за выезд в Венгрию. Мы, получается, хотели скататься в Венгрию. У нас был бы уже, получается, 2-й выезд вот, по Шенгену. Мы все оплатили, всю поездку, и началась. Да. И сразу же выехать нам не получилось. Мы возвращали деньги. Не все, но нам вернулись. Все, ну кроме вот виз, наверное, только за визы не вернули. За визы не вернулись. 20 тысяч там, по-моему, да, у нас получалось. Угу. 20 тысяч только за визы не вернули нам. За билет нам вернули в течение, по-моему, недели. Мы их ждали. Мы созванивались с оператором, помнишь? Вот. Еленка переживала, что как бы за билеты нам деньги не вернут. Вот. Но нас предупредили, она сказала, что за билеты, за самолет как бы вернут. Вот. Но за сами визы 100% не вернут, потому что там за визы у них этот консульский сбор получается, как называется он? Да. Хотя нам вернули пустые паспорта. Да. Да, Они то прям... есть и отказа нет, и согласия нет, и вообще как будто мы не подавали. А потом получилась такая ситуация, что вообще, в принципе, нам оставаться уже нельзя, нужно было уезжать. Да, тоже как бы получается такая вынужденная мера была, уже надо было уже уехать. Как бы в избежание таких для нас плохих последствий, в данном случае как бы для меня особенно, вот. И поэтому мы уже знали, куда надо ехать. И что дальше? Что было дальше? Где вы информацию вообще брали? Куда вы обращались? На Ютубе мы брали YouTube, информацию. чаты всякие в телегах, в телеграммах, от знакомых тоже. Ну, от знакомых мы в основном как бы брали информацию, только вот... мы в плане виз брали эту информацию, а все остальное вот таких экстренных, скажем так, выездов, это как бы вот все в телеграммах. А в России вы в каком городе жили? Фурманов. Фурманов, да, Ивановская И область. как вы добрались? Какой у вас путь перелетов был с Фурманова дальше? Рассказывай.
Период был такой частый, долгий. Да, очень долго. Началось с покупки билетов. А вот покупка билетов это вообще был ужас. У меня сложилось такое впечатление, что отсюда не выбраться вообще никак, не выбраться из России. Почему? Мы сначала хотели взять тур в Мексику, мы звонили в турагентство. Все турагентства нам как один сказали, что мы не делаем сейчас туры в Мексику. Дальше мы решили, что надо покупать самим билеты Да, сначала. сначала Мы сначала через Тунис. решили через Тунис. Мы смотрели, какие билеты подешевле. Все, естественно, цены взлетели, очень дорого. И получилось так, что билеты дешевле были через Тунис. То есть сначала в Тунис, а из Туниса уже в Мехико с пересадкой в Шар-де-Голле через Париж. Пересадка. И мы смотрели, специально все перепроверяли, нужна ли шенгенская виза, нужна ли транзитная виза для того, чтобы перелетать везде на официальных источниках. На англоязычных сайтах было написано, что виза не нужна. Если до 24 часов пересадка, то ни транзитная, ни шенгенская виза не нужна. И мы купили билеты в Тунис и из Туниса в Мехико с пересадкой. Оплатили, и в этот же день вечером Юра нашел информацию, что русских людей не сажают. Это буквально за день, наверное, Да, получается, до вылета. из Туниса в Мехико не сажают с пересадкой в Шар-де-Голле. Если шенгенская виза есть, то тогда сажают вроде бы, да? Да, но у нас визы не было. А у нас с русскими шенгенской. паспортами не сажают на такие рейсы. Ну, хотя мы сюда прилетели, кто-то прилетел таким Ну, это единичный образом. случай, потому что, Да, мы, да, в основном никого не сажали. мы потом прям вот реально люди прям писали в комментариях, вот в чатах писали, мы встречали в интернете тоже. Я даже вот, я помню, на YouTube-канал, где вот я нашел об этом, когда писали, там кто-то писал о том, что вот меня не посадили в семью. Причем они, когда приходили, нас там, они как бы, получается, спрашивали, в чем дело. И люди, конечно, возмущались, почему не сажают. Там просто нигде не написано о том, что нельзя сажать. Да. Вот. И они как бы подходили к стойкам регистрации, вот прям вот писали, там разбирались. Они подходили к персоналу, они типа, вопросы не к нам, идите к руководству, там, кто повыше. Они туда и звонили, и тоже так же жаловались, плакали. Те говорят, вы идите к сотрудникам, они имеют право без причины просто отказать и все. То есть не объясняя никаких причин. Вот просто не захотели, не посадили. То есть получается такой замкнутый круг. Они тебя туда, ты потом туда, и вот так вот все. И получается, как бы, не сажают просто и все. А денег это стоит немалых. Мы потратили... Сколько мы потратили? Ну, где-то там 270 без малых, наверное, где-то так вот у нас ушло. Да? Это только на этот перелет. Это чисто билеты, да. У нас потом помимо А этого еще в Тунис. Еще в Тунис, ну там нам вернуть деньги. Ну, плюс ласточка по России. Да, и плюс ласточка, да, там где-то тысяч шесть, наверное, да, у нас ушло. Да, но на в Тунис нам до сих пор не вернули за билеты. А ласточка это, получается, из Иванова до Москвы. У нас, получается, из Иванова до Москвы, нам добраться надо. На ласточке мы должны были, вот, а уже из Москвы, ну, там, получается, Тунис и так далее, да. В итоге вы прилетели через Мексику, правильно? Ну, Сюда мы попали через через Мексику, Мексику, да. Билеты вот эти вот, они у нас сгорели. Мы потому что решили... Да. Я сначала ушла на работу в этот день. Юра говорит, я пойду машину сделаю, подготовлю к продаже, еще что-то сделаю. Я пришла с работы, Юра просто вот так вот лежит. В депрессии. Ну, Он просто- лежит и не встает, Да. представляете? У него было такое состояние глубокой депрессии, просто он вот так вот, апатия полная, лежит. Я говорю, так, все, мы не сдаемся, давай иди делай машину. Ну да, Да? то есть друг друга поддерживали, конечно, это было. Ну, периодически у каждого из нас сдавали нервы, но хорошо, что не вместе, да? Да, это самое Мы главное, друг потому друга что поддерживали. так же мы оба лежали бы вот так, и все. Потом мы купили другие билеты через Да. Турцию. Уже через Турцию полетели. Через Турцию, да. Те билеты у нас... Получается, Москва, Стамбул, Мехико. Да. А те Прямой билеты... рейс. А те билеты у нас были, мы должны были вылетать 26 декабря, вот, которые у нас пропали. Мы должны были до Нового года хотели, уже здесь Новый год справить. Вот. Да. А не получилось. 20 числа, да, по-моему, брали? Уже на 10 января. Это получается как бы, ну и по цене такие, скажем, комфортные. И не слишком далеко как бы. Потому что уже как бы у нас времени не было откладывать, как бы, ну, потому что уже надо было уезжать срочно. Поэтому вот самый ближайший, самый оптимальный вариант мы решили, что не 10. И все равно мы как бы сидели как на иголках.
Да, да, потому но, что слава богу, все пронесло, и мы перед смогли Новым уехать. Да. годом ходили слухи, что 5 января объявят мобилизацию. Ну, там еще, да, мобилизация начала, как бы Да. тоже, значит, И мобилизацию тогда переживали. мы переживали, что мы не сможем выехать. И я уже психовала, говорю: Юра, давай и эти билеты тоже бросаем. Все, давай берем другие еще ближе. Но Юра говорит: нет, давай все, переждем. Переждем. Хотя сам при этом нервничал очень. Ну, как говорится, пронесло. Да, и вот мы, получается, взяли билеты из Москвы до Стамбула. Вот. Прилетели в Стамбул мы. В Стамбуле нам очень понравилось. Сколько времени вы были в Стамбуле? 2 дня. Да, 2 дня были. Там как-то так все это тепло, уютно, все так принимали нас. Там и еда местная очень понравилась, прям там вкусно было. Да, Это потом да. особенно мы уже подумали, когда уже были в Мехико, мы вспоминали это. Это потом уже расскажем. Вы Вот. уже решили в Турции остаться и не лететь дальше, да? Вам настолько понравилась Турция? Нет, почему мы решили полететь Катюша, дальше, ага. но в Турцию я бы вернулась еще раз. Вы Да. были первый раз в Турции? Да, да, Первый ну, раз были, 2 да. дня только. Ну, просто у нас уже были как бы и билеты на руках, и все. То есть нам надо было уже дальше двигаться. Вот у нас как бы не было в планах. Мы как Турцию не рассматривали, как бы вот уже как точку-то окончания нашего путешествия. Но там нам очень просто понравилось. Там и красиво, и хорошо, и прям так здорово. Дальше вы прилетаете в Мехико, и как вы предполагали пересечь американскую границу? Изначально, когда мы все это дело планировали, мы хотели перейти Пешком. пешком, да, ну как бы несколько иначе. Вот. Но когда уже в Мехико прилетели, уже прям в отеле, прям буквально в этот же день, наверное, да, вечером, мы уже вот в чатах. Есть такой чат Most in USA, по-моему, если не ошибаюсь, название, вот в Телеграме. Где он? В Телеграме. В Телеграме, да, там прямо это английскими буквами прям писать Most, M-O-S-T, in USA, по-моему, как-то так. И там очень много таких же, как бы, единомышленников, кто, вот, допустим, кому там надо срочно перебраться, скажем так, покинуть Россию. И там они все делятся опытом, каким-то гайдом, какими-то такими лайфхаками. Где-то что-то сэкономить, где-то что-то, допустим, получить, открыть, каким образом те или иные документы как-то вот перевести и так далее. Вот очень много полезной информации. Но там также много и всякого мусора, когда там между собой начинают спориться, ругаться по каким-то разным причинам, какие-то там свои точки зрения отстаивать. Ну, просто вот как-то надо как-то глазами все это отсеивать. Какую полезную информацию вы узнали в этом чате? Каким образом, допустим, сэкономить на тех же билетах? Мы когда вот приехали уже, получается, в Мехико, вот именно в этом телеграме вот одной из таких прям уже важных уже информаций как бы было, и новостей, о том, что появилась программа бесплатная, о том, чтобы пересекать легально границу штатов. Ну, как бы в статусе беженца. Вот. Там, получается, ты записываешься, но там тонкость в том, что надо было ловить даты. Ой, это боль. В этой программе нужно Здорово, ловить даты, чтобы тебе дали конкретную дату, в какой день ты можешь перейти границу, Да, правильно? да. Сколько дней вам пришлось ждать, чтобы заполнить там заявку по этой программе? Взять дату? Да. Мы 14 дней ловили дату. Нам было Что очень значит сложно. ловить дату? Что это? Какой Лов- этот процесс? Ловить дату, это значит, нужно в определенное время, когда открывают все даты, нужно успеть поймать дату на переход. Там мы вставали в 3 утра, заполняли анкеты, всю нашу информацию и фотографировались. Будили ребенка в 3 ночи, фотографировали ее, вставали, заполняли сначала свои анкеты и фотографию. Самое сложное из анкеты заполнить – это фотографию, потому что постоянно выдает ошибки разные. И на андроиде это вообще нереально. На Вот андроиде 3 человек На нельзя айфоне, записать. да, там больше 2 анкет он просто не дает, он просто вылетает. Вот получается все это время, да, вот сколько мы уже там были, вот с 19, да, по-моему, мы Да, заполняли. 14. Лучше на дней. айфоне, да? На Это не айфоне. то, что лучше. Вот если одиночка, там, допустим, или максимум 2, вот насколько вот все вот в чатах, опять же, вот есть такой чат, там, CBP One, вот в Телеграме. Там просто люди тоже делятся эмоциями, делятся тем, какие-то, может, тоже так же, какие-то, может, лайфхаки, ну, там, как сделать так, чтобы можно было больше шансов, увеличить шансы, как бы, поймать дату. Вот, в общем, и это там все вот читаешь, как бы такая статистика складывается о том, что вот именно на iPhone даже вот всех лучше брать дату.
Да. Получается, чем меньше людей заполняет эту программу, я Больше. имею в виду в семье, чем меньше да, людей, больше шансов. тем Тем больше шансов. Да, это так. Семейно тяжело очень. Семье, да, То тяжело. есть это просто даже зависит от ребенка. Вот даже вот мы когда ребенка будили, просто вот мы ночью каждый день в 3 часа утра вставали, мы сначала себя фотографировали. Основная такая часть проблемы это то, что вот ребенка фотографировать надо, потому что не все, вот тоже читали, не все дети с утра прям охотно просыпаются, капризничают, там кто-то не хочет глаза открывать. Мы своего-то тоже будили, там мы себя сфоткаем, и потом уже Катя, фотографируется, она встает так. Мы ее фотографируем, и она опять так ложится спать. Ну, как-то так. Но она не Да. капризничала, ни разу не плакала. Всегда прям с Нам пониманием. повезло с ребенком. Она, да, у нас прям очень даже мудрее, чем мы. И спустя 2 недели вам удалось словить эту дату. Да, именно да. словить. Кому из вас повезло? Мне. Вот. Ну, iPhone. С айфона Поэтому, да, повезло. У меня был Android. Мы до этого несколько раз смогли взять дату, нажали на дату, на время, но потом нам выдавало, что нет мест для 3 человек. То есть А известно Зависит. в день, сколько вообще людей берут? нет, Нет, эта нет, информация никому неизвестно. неизвестна. Там Да, просто какие-то сколько предположения. Но, дают. да, но судя по статистике, то, что как вот, там же пишут, кто даты взял, и вот мы как бы, получается, видим, на какой переход. Вот на Сан-Исидро всех больше выдавали мест. Там прям много Да. записывалось. И мы записались в Сан-Исидро, Тоже. А где вы жили, в каком городе в Мексике вы жили? в Мехико. Как вы там же жилье снимали? Где вы жили конкретно? Да, в отеле. Да, в отелях. Мы, Отель ну, мы снимали? изначально 3 дня жили в отеле в том, что Лепанте. Лепанте, да, назывался. То, что мы забронировали, когда покупали билеты. Там же, когда покупаешь билет, нужна бронь отеля тоже, потому что могут, как писали в чатах, могут развернуть. То есть офицеры, вот пограничники, они спрашивали, с какой целью приехали, там, допустим, сколько с собой денег привезли, отель, там, ну, когда планируете уехать. Цель поездки. Да, цель Да. поездки, это все как бы спрашивали. И некоторые, говорят, прям спрашивали, и бронь отеля спрашивали, да, обратные билеты спрашивали обязательно. Вот, у нас вообще ничего У не нас спросили. ничего не спросили и поставили нам самый большой срок. Такое ощущение, как будто нас пребывания. ждали. Да. И самый большой срок 180 дней всем троим поставили. Вы все это время жили в одном отеле? Нет, Нет. мы вот сначала жили 3 дня в Лепанто, потом мы переехали в другой, чуть-чуть подешевле. Панорама называется, отель Панорама. Да, хороший, кстати, отель, Хороший нормальный. отель, да, недорогой, находится где-то в 3 километрах, по-моему, да, от нашего самого Да, первого да, да, отеля. да, да. Вот. Но гораздо И- дешевле. Он гораздо дешевле, да, хороший, симпатичный. А потом мы переехали в другой отель, еще подешевле. Да. Ну, Он недалеко от Панорамы, но там уже ближе к опасному району. Вообще мы жили почти все время на границе с самыми опасными районами Мехико. Чем же опасны эти районы? Что там такое происходит? Опасно в плане безопасности, могут воровать. Местные говорят, опасно, опасно. Могут предупреждают. ограбить, могут украсть людей на органы, девушек крадут, детей крадут. Но нам попадались очень хорошие и добрые люди. Но мы старались в те районы не заходить. Мы случайно зашли, сразу же такие взгляды, сразу стало неуютно. Куча кроссовок висит на проводах. на проводах, да. И потом оказалось, что мы зашли в район Тепита, а он считается самым опасным. Но мы быстренько зашли, сразу же словили на себе все эти взгляды и быстренько Взгляды ушли. прохожих или какие? Местных Местных, жителей, да, да, что вау, что-то они тут не туда зашли. Да, что эти белые себе позволяют. Да-да-да, что мы себе позволяем, что-то Да, такое. да. Мы Да, познакомились в парке случайно с другими. С ребятами тоже из Да, с другой русскоговорящими. семьей. Они с такой же целью приехали. Вот. И мы с ними очень подружились. И они говорят, давайте переезжайте к нам, наш отель еще дешевле. И мы переехали к ним. Но в этом отеле были свои нюансы. Ну, сам отель неплохой. Неплохой, Там, хороший. Да, хороший, как бы там. Ну, нормальный, чистый, нормальный. да. Да. Вот, за эти деньги прям вообще огонь. То есть классный вариант, хороший. Для тех, кто вот именно Сколько хочет. стоила ночь? Вот у них там получается как? Сама политика отеля такова, что на час дают. На час, на 2 и на сутки. С целью, как сказать, ну, уединиться, скажем так, парочки уединиться, вот, влюбленным. И, кстати, потом это по вечерам это слышно, конечно. Ну, это ладно, потом привыкли мы.
Вот, у нас была цель. Ребенку мультики мы включали, Погромче просто, отвлекали ее, да. Но, в общем, нормально, она не обращала на это внимания. Ну, порой даже да. было и мультики перекрикивали. Такое ощущение, как там рожали. Ну, это ладно. Вот. Ну, сам отель, кстати, вот здесь, вот, допустим, все это убрать, да, этот нюанс, то нам понравился. Отель такой неплохой. И, в принципе, и персонал был такой дружелюбный. Да. Те вот как бы вот уборщик, как там написано было, став. В Мехико самая большая проблема была это еда. Каждое утро мы собирались и шли гулять, но не просто гулять. Мы шли в поисках еды. Мы ходили, Добытчики питания. Да, искали, очень да, сложно. где Ну, поесть. нам не зашла местная еда, и очень мало вкусной было еды. Особенно, когда в первый день, помнишь, мы приехали и взяли такус. Давай местную еду, уличную еду мы взяли. Да, причем мы когда проходили мимо, вот это как бы как-то, ну такая тележечка, у них там получается как бы такая кухня переносная на колесиках такая небольшая, где там они это все готовят. Ну а какая-то газовая, видно, все это дело не жарят. Запах, конечно, такой Специфический. Да, специфический такой, местами прям вообще неприятный такой. Вот. И мы когда проходили мимо, мы смотрим, такой прям народ собирается, там такая толпа. Это было как раз ближе к вечеру, да? Видно, кто-то с работы шел, и они как бы там заходили, получается, как бы с собой покупали и уходили кушать. Ну, раз народ стоит, значит, получается, пользуется спросом, значит, должно быть вкусно. Значит, вкусно. Решили попробовать. В общем, мы купили, получается, по порции, ребенку брать не стали, потому что не любит она острая, мы решили попробовать. Взяли с собой в отель, вот, и в отеле попробовали, и это не наше. То есть еда такая, как бы, да. Но потом мы нашли пару мест, где очень вкусно. Мексиканская еда, и она вкусная. Вот. Но в большинстве своем нет. Мы жили, получается, практически месяц. Да, мы жили ровно целый месяц. Ровно месяц у нас был. Мы ровно месяц жили в Мехико. Потому что когда мы словили дату, еще 2 недели надо было ждать А вы до можете перехода. коротко рассказать про эту программу? Эта программа чем хороша? Что она дает? Эта программа хороша тем, что ты легально пересекаешь границу, все происходит спокойно, ты просто распечатываешь письмо, приглашение, показываешь его на границе, Ну, тоже и после тебя того, как уже пропускают. дату поймал, когда ты вот, взяли. Тебе приходит письмо на на e-mail, почту, да. приглашение на Тебе не надо границу. пешком никакими путями проходить, ты Огонь, все да. проходишь. Да, но да. все равно могут развернуть, говорят, что в Мексике, например, в Тихуане могли, например, вымогать деньги, потому что коррумпировано. Но нам повезло, нас никто не останавливал. Ну, мы особо как бы нигде не лазили, не светились, ничего. То есть мы приехали как бы в отель, зашли, так вот, и особо по вечерам вообще не гуляли. Вот, потому что там в Тихуане-то вообще, в принципе, гулять по вечерам очень опасно. Мы как-то приехали поздно в Тихуану, вот, и были все голодные. 11 вечера было. После того, как вы поймали дату, до той даты, сколько у вас дней оставалось? 14. 14 дней. И что чем вы занимались все эти дни? Мы уже с спокойной душой ходили Расслабились. Прям по такой, прям груз с достопримечательностям. плеча такой прям. Мы взяли дату. Мы уже со спокойной душой ходили по достопримечательностям. Да, уже прям. Уже было спокойно. То есть до этого мы на нервике были. Уже пошел отчет уже к тому времени, когда будем переходить. И начали уже в чатах, там люди писали до этого, да, мы там еще с тобой в интернете нашли, на сайтах, достопримечательности Мехико. Вот. В первую очередь, что мы посетили, это бесплатные. Это вот зоопарк. Что-то у нас еще было-то? Парк. Парк был, так, красивый. Там несколько парков красивых есть. Зоопарк шикарнейший. А как вы передвигались по Мехико? На автобусах. Кстати, такая интересная была у нас ситуация, что там оплачивать можно только картой, но не банковской, а специальной картой. Покупаешь карту для Наверное, в России автобусов. тройка, да? Да, да. на типа тройки. В самом автобусе там платить, на чисто терминал. Да, но мы не знали, где ее купить, и мы пришли на автобус и спрашивали у местных жителей, и молодой человек подарил нам эту карту, сказал: добро пожаловать в Мексику, вот вам карта. Мы ему за это благодарны, никуда идти не пришлось, время терять.
Добрые люди притягивают к себе добрых людей, наверное. Да. Ну, Ну, А то вы за это интервью очень много раз сказали, нам повезло, вам все время везде везло. Да, да. На вашем пути появлялись хорошие люди, которые вас направляли, Да. которые вам помогали. ну, на самом деле в Мексике вот простой вот обычный народ, как бы, да, вот простые жители, они такие доброжелательные. Да, очень Улыбаются открытые. всегда, как бы, да, детей тоже так любят. Ну, то есть, как бы так внимательно. Помогают. Да, Если у них помогают. спрашиваешь, они помогают. Ну, так как страна бедная, получается, что, ну, вот есть такие вот, скажем, нюансы, что вот криминала много. Это уже там всякие вот какие-то банды это формируют и так далее, прочее. Вот. И что еще хотелось бы сказать по поводу движения, вот, дорожного движения, да? Да. По поводу машин. Мы так и не поняли, когда переходить дорогу. Катя. За целый месяц. Да, они всегда переходят по-разному. Машины, особенно какие-то двухколесные, например, мотоциклы, они очень часто нарушают правила, и они едут на красный. Народ тоже, пешеходы я имею в виду, они стоят, идут всегда в разное время. Они могут идти на зеленый свет, а могут на красный. Могут на зеленый свет стоять люди. И мы так и не поняли, каким образом они переходят дорогу. В центре, вот там, где широкие дороги и транспорта очень много, там, в принципе, ну, это соблюдается. Но если чуть дорогу поменьше, непонятно. Сколько жизней вы прожили за этот месяц в Мехико? Не знаю, мне кажется, очень много мы жизней прожили. Наступила ваша долгожданная дата, и что дальше? За 2 дня мы приехали в Тихуану. Там уже нам, да, у нас получается же переход в Тихуане. Да, Сан-Исидро. прилетели. Местечко такое Прилетели. есть. Ну там вот кто такой темой интересовался, как бы они, в принципе, все знают это название Сан-Исидро. Вот. И нам, получается, надо было брать билеты за 2 дня, да, перехода мы решили. Как бы, потому что там и жилье дороже, гораздо дороже. В Мехико дешевле находиться, вот, в отеле, тем более в нашем отеле, да? Да, Вот. да. И мы приехали за 2 дня. У нас еще задержали самолет на да. 2 с лишним часа. На чем мы остановились? Вы из Мехико перелетели дальше куда-то, да? Тихуану. Тихуану. Это Да. тоже в Мексике находится? Это Мексика, город в Мексике, граничащий с Соединенными Штатами Америки. И какие ваши дальнейшие действия были? Мы жили там 2 дня. 2 дня, да, получается, с 12 по 14. Ну, 14 у нас была дата перехода. Сан-Исидро, это такое, там местечко такое называется. 14 февраля. Да. О, прямо в день День влюбленных. влюбленных, да. Вот. Там пожили 2 дня, получается. Отель был неплохой, большой был. Да, да. Познакомились с ребятами еще, там еще в Мехико. У них там тоже, получается, семья, муж, жена и маленький ребенок. Жили вместе. Ну, получается, там номер большой, 2 большие кровати, они как бы на одной кровати, мы на другой. То есть, как бы нам всего лишь там 2 дня надо было ночевать. Вы совместно Помог- снимали номер, да? Да. Как бы и они были заинтересованы денег сэкономить. И мы тоже. У нас задержали рейс, у нас, в принципе, билеты были так, ну, и вообще как бы куплены, мы должны были прилететь вечером. Это где-то часа в 4, по-моему, или в 5 вечера, Ну, вечера, в да? 4, да, но должно было быть светло. Да, мы так и рассчитывали, потому что там, судя по тому, что написали, там опасно. Вы рассчитывали прилететь в Тихуану засветло, правильно? Да, пока светло, Потому что где вы остановитесь, там опасный район уже, тоже. да, уже когда там пишут, когда уже темно, лучше сидеть дома и не уходить. Да, И мы как бы чем раньше, тем лучше хотели да, прилететь. и мы хотели сэкономить на такси и вызвать Uber. А Uber не пускают на территорию аэропорта. М. Там другой, естественно, ценник. И мы хотели отойти чуть-чуть и вызвать Uber. Но мы приехали, когда было темно, Еще и дождь шел. и был дождь, да. И отходить опасно. Опасно. И было, да. Но мы рискнули. Мы И всё равно вы рискнули. смогли вызвать такси, Uber. Да. Я не хотела, но наши мужчины говорят, нормально, все пойдем. Это чтобы с аэропорта доехать до отеля, правильно? Да. Да. Там потому что ценники очень разнятся, очень дорого. Получается, если с самого аэропорта уезжать, там сколько, говорят, платят-то? Чуть ли не $100 ли, да? Прям, ну, что-то большие Ну прям да, деньги. большие деньги. Вот. А чуть в сторонку отходишь, и там раз, наверное, в 5 дешевле. Вот сам Uber В вызывать. этом отеле вы еще 2 дня остановились. Да. И наступил 14 февраля. Да. Наш переход. Мы переходили в 12 дня. Вот он, переход Сан-Исидро.
Завтра в 12 часов мы будем, походу, здесь также стоять. Вроде он. Границу. Через границу. Все легально. Встречались с офицерами. Да. И как они вас встретили? Ну, очень Ну, радушно. у нас был шок. Ну, просто От вообще, чего? как бы, ну, просто живя в России, ты когда видишь полицейского, даже если ты ничего не сделал, просто им проходишь, ты так вот сжимаешься Да-да-да. и думаешь, вроде ничего не сделал, вроде ничего не сделал. И проходишь мимо, и вроде он тебя не остановил, документы не проверил, ты все равно думаешь, фу, пронесло. Хотя о чем так вот, ну, Да, а там так это у нас нет всё. страха. Нет страха перед ними. Они очень вежливо общаются. Действительно, они все хотят помочь. И они еще 1000 раз извиняются за все, да? Да, сори. Какими Да. словами они вас встретили? Ну, теперь вы в безопасности. Добро пожаловать в USA. Америку, да. И какие дальнейшие действия были, когда вы переходили? Вы отдали свои паспорта. Да. Ваши эти анкеты были у них или у вас на руках были? Нет, они были уже заполнены. Мы же, Они да, онлайн все да, об да, этом. да. Да, Отправляете? мы отправляли онлайн, а они нам вернули потом наши иммиграционные документы в печатном Бумажном. виде. Ну там, да. Для Да. дальнейших уже действий, как бы там они нам дали документы необходимые нам. Вот, паспорта там сверили, проверили И отдали нам. и отдали нам все, да, все документы, Да. да. И потом мы уже сидели в самом зале ожидания вместе с остальными тоже. Там они как бы вызывают по очереди Сколько всех. времени это заняло? Ой, это мы сидели долго. С 12 В 12 часов, мы а зашли. приехали мы в отель, получается, ближе к 10 вечера. Вау, с 12 дня до 10 вечера вас, Да. вас рассматривали, ваш Да. пакет. Ну не то, что нас пакет рассматривают, там просто мы, получается, как бы Там всей все, кучей. да, и пока И кого всех, вызовут. да. Да, Ага. пока всех вот так вот И- как бы не проверили. И там нас еще спрашивали, куда мы хотим, сразу же на улицу, или мы хотим в ковидный отель. Ну, имеется в виду на Это улицу, кто вас спрашивал? а сами офицеры. Офицеры, да. Имеется в виду на улицу, то есть как бы... Вы типа дальше сами Да, уже своим или ходом. вам нужна помощь чья-то? Да. Да. То есть И такси, вы там выбрали? знакомые встречаются. Мы отель взяли. Мы выбрали ковидный. отель, потому что наши поручители живут далеко от границы. То есть некоторых встречают прямо около границы, и их прямо так выпускают, и их там встречают, все. А у нас не было такой возможности, поэтому мы выбрали отель, потому что дальше у нас был долгий путь до Майами. Ты заикнулась про поручителя. Чтобы таким образом приехать в Америку, надо иметь здесь поручителя? Да, Без поручителя никак. без поручителя нельзя, обязательно должен быть поручитель. Какие обязанности входят в роль поручителя? Он должен предоставить свои данные, ему позвонят, потом спросят, знает ли он таких людей, кем приходится. И, ну, по сути, мы обязаны были лететь к поручителю, потому что поручитель, он как бы должен помочь, что ли. Мы как бы переезжаем по адресу поручителя, как бы в данном случае в штат. Вот. Флорида. Но многие платно. Русские люди предоставляют услуги поручительства. И сколько это стоит? Не знаю. По-разному. После того, как вы выбрали ехать до отеля, как вы добрались? Вас встретили там или вы своим путем добрались до отеля? До отеля нас везли. То есть всех, кто выбрал отель, они сидели до последнего. Который сейчас И производит. потом всех посадили в автобус. Ну, по автобусам рассадили, было много людей. И их привезли в ковидный отель и там заселили. Это бесплатно было. Это бесплатно, да. В ковидном отеле вы что-то оплачивали? Нет, мы ничего не оплачивали, нас там кормили и даже Всё бесплатно, да. дали одежду Мы когда Одежда была новая? Или- новая. Да, прям с С ценниками. ценниками. Помню даже цена моего худи с капюшоном. $20. Да? Или подожди, 30 долларов. 30 долларов, да. 30. Мне тоже лосины дали, кофточку. Обращались с вами как с людьми? Да, конечно. Мы были поражены тем, С отношением таким, да. да, что отношения очень-очень хорошие. Они хотели помочь. Мы им не говорили про одежду. Может быть, они на нас так посмотрели, я не знаю. Они спрашивали про ребенка, какое у ребенка здоровье, нуждается ли он в чем-то. Дети для них важнее всего. Они очень-очень нам помогли, потому что мы там тоже 2 дня жили, да, получается. Они нам купили билеты. 3 дня. Мы, 3 дня. Да, мы третий день, получается, они билеты взяли нам. Они хотели взять, в общем,
билет вечером, уже как бы у нас должны были выпустить, не знаю, мы об этом сказали. Но, по-видимому, билетов не нашли, поэтому они нашли только билет на следующий день. Там с пересадками как раз в Хьюстоне. Там еще... Да. Они покупали вам билеты, чтобы вы смогли добраться до вашего поручителя, верно? Да, Да. да, да. Они И изначально они нам позвонили в номер по телефону, по стационарному. Мы трубку подняли, и нам сказали о том, что нас уже готовы Отправить выпустить, дальше. да, в свободное плавание на следующий день. Да, и мы как бы сказали, ну, окей. Спросили по поводу билетов, есть ли возможность у нас купить билеты. Мы сказали, как бы, да, у нас деньги есть. Они спросили, каким образом вы будете это делать. Мы сказали, что только наличными оплачивать, потому что у нас карт нет. Но мы понимали, что без карты Да, у это нас не сложно, было карты. тяжело. Они сказали, предложили такой вариант, что вы нам деньги тогда в отеле отдадите, там на ресепшн кому-то там. Вот. Я уж не помню, как она назвала эту должность. И как бы они купят на свою карту, а вы просто им деньги отдадите кэш. Вот таким образом, да, конечно, ну, это нам удобно же. Да, на следующий день мы уже как бы ждали, нам не звонят, ничего. Мне вот супруг говорит, ты бы спустился бы, узнал бы все-таки. Я как бы до последнего тянул, но они сказали, позвонят. Так не позвонили, все-таки я спустился, спросил по поводу того, что как быть с билетами. Нашли нам, не нашли, когда нам вообще вылетать, мы как бы не знаем. Она подозвала, сказала, ваши билеты купили мы. Показала нам на экране, ну, мне на экране билеты. Получается, как бы с пересадкой в Хьюстоне. Но пересадка очень была короткая, потом еще дальше расскажу. Прикол в этом. Вот. И спросил такой вопрос, задала, сколько вы можете внести денег за данный билет? Я так немножко озадачился, говорю, я как бы начал, я понял, что они хотят помочь оплатить. А сколько? Я спросил, не знаю, наверное, где-то $1000, наверное. Она Да, такая, билеты окей. очень А дорогие билет у нас оказались. вышел в $2000. 2000. Да. Она такая, окей, типа все нормально. Я, ну даже хорошо, как бы мне-то тем более нормально. Вот. Значит, она там что-то пометила себе, сказала, все, мы эти билеты бронируем, мы их забираем, как бы все, вы летите завтра. Час вылет, а к 8 к там на 8 ресепшене надо было собираться выйти уже, да, на и типа улетать. Ожидайте типа здесь. Сейчас там другой сотрудник подойдет, уже который будет непосредственно уже билет оформлять этот. Я ожидал, там еще друг мне компанию составил, Никита. Вот, мы вместе с ним сидели, ждали. И она подошла, сказала, там, спросил Юрий, да, это я. Вот. Пошли, говорит, оформлять билет, там недалеко какой-то у них офис есть. Вот, мы пришли в этот офис, она спросила еще раз, сколько вы готовы внести в сумму. Я так еще подумал, уже вроде как спрашивали. Как бы я поимел наглость спросить, а можно мне 500 внести? Она, да, окей, конечно, без проблем, no problem. Я все хорошо, как бы, и вот $500, получается, я как бы внес, а все остальные 1500 они заплатили за нас. Билеты купили, сказали, что как. Это благотворительная организация, Да. которая Да. помогает нам, Да. прибывшим. Но они сказали, что они нам помогли купить билеты из-за того, что у нас ребенок. Ага. Они сказали, да, у вас как бы ребенок, получается, Да. и вам как бы деньги То есть нужны. там не всем помогали билеты, кому-то там отказали, да? И изначально, когда мы садились в автобус, мы думали, что нам не купят билеты, потому что, мы слышали, что такое, что могут помочь купить билеты. Они Что вы билет сами сначала покупаете. объявление дали о том, что мы не помогаем покупать вам билеты. А когда Юра пошел узнавать про билеты, потому что у нас карт нет, у нас только кэш, и они сами, получается, предложили. Да, они И сказали, объяснили это тем, что у нас ребенок. Мгм. отказывали, по-моему, одиночкам. Насколько мы поняли. Как бы не точно, но вроде как одиночкам отказывали. А семейным как бы они оплачивали билеты. Билеты куплены, и следующая поездка у вас из Мы улетали из Сан-Диего в Сан-Диего. Хьюстон. Сначала в Хьюстон, а из Хьюстона уже в Майами пересадка была. Но так получилось, что как только... и нас привезли в аэропорт и проводили практически до самолета. А до этого накормили, напоили. Да, еще и с собой дали. Мы в Эти шоке. Работники отеля, да? Работники отеля, да, это организация Там какой-то такой перевалочный был пункт. благотворительная. Пункт такой, да. То есть мы, получается, как бы вот от границы нас вывезли в отель сначала, вот мы в отеле потом пожили, потом, а из отеля уже когда наше время как бы улетать, нас с отеля с утра вывезли вот на какой-то такой перевалочный пункт, там нас накормили, мы там немножко посидели, буквально, может быть, час, да? Да. Вот, нас всех собрали по автобусам по разным, кто куда, и вот отвезли в аэропорт. И всех проводили, кто был.
Мы изначально рассчитывали просто на то, что нам дадут переночевать, собраться с мыслями, купить билеты. Ну, может быть, покормят. Ну, мы так думали. А в результате нас полностью вот так вот просто, как мамочку, вот так вот обглазили. Мы очень были удивлены этому. И потом мы летели, а билеты у нас получились с пересадкой в Хьюстоне. И мы полетели в Хьюстон, а пересадка была 30 минут, по-моему, была пересадка. 30, Да. Ну да, вот с самолета, получается, Там мы должны был- были выйти. Да, пересадка была 30 Получается, вы минут. когда прилетаете, ваш следующий самолет уже должен закрыть регистрацию, чтобы улетать. И вы прилетели как раз в этот момент, когда уже закрыли регистрацию, правильно? Да, Да. да. Мы вышли, ее закрыли в 35 минут, а в 36 минут мы еще только вышли из самолета. Мы бегом бежали, как только могли. Просто, я не знаю, это нам, наверное, Господь помог. Уже который раз. Вы слышите? За Да, это да, да. и нам помогли, нам повезло, нам повезло. Да, да, это да. так, это так, это так. Просто Господь нам помог, наверное, не заблудиться в аэропорту, потому что бежать было очень далеко. Мы бежали бегом, как мы не заблудились. Там мы еще ехали одну остановку Ну там что такое, типа шаттл был, да? на это, получается, шаттле, да. типа с одного Это как терминала в метро, другой, что ли? только внутри аэропорта. То есть мы добежали, мы еще на этом шаттле ехали одну остановку, и там еще бежали очень много. Мы прибежали к закрытым дверям. Закрытые двери Вы не просто. одни были, еще пассажиры были. Да, Еще мы двое, были да. не одни, еще двое. Ну, получается, 5 человек. Ну, включая нашего ребенка. Да, да. И мужчина один, он ругался матом. На американском? Да. Стучал просто в двери. Нет, такой, no. Матом. И оттуда услышали и вышли. И нас пустили, нас посадили на самолет. Это Снова просто... повезло. Да. Снова. Удача такая. Я думала, что все, мы не улетим. Вот, а там уже встретила нас моя сестра. Ваш в поручитель. Майами. Да, поручитель. Это я. Ты наши гости. Привет! Добро пожаловать! Спасибо! Привет! Привет! Катюша, ты Анюта. Здравствуйте. Ой, да, Катеньки. Спасибо. Это Чала, мой муж. Юра. Очень приятно. Ира. Вот, Были и нас рады снова приютили, встретиться. обогрели. Ну, сейчас уже все. И снова мы на шее сидим. Только Да уже... нет, вы уже все, уже бодрые. У вас был такой длинный путь. Если начать сначала, вы бы прошли бы это все сначала. Да. Да. Вот несмотря на то, что вы целый месяц, да? Вы целый Да. месяц добирались до Майами. Больше, в Мексике, больше. да. Мы в Мексике были месяц, даже больше. Получается, месяц и 5 дней. Представляешь? Но И ничего не зря. Если бы Америка надо было это снова, другой вы бы мир. снова прошли этот путь. Да, Да. конечно. да, Америка это другой мир просто. Все, что происходило, как-то принимаем как такое приключение у нас. Слава богу, что все хорошо у нас закончилось, как бы все это прошли мы. Да. Ну, На это всю жизнь того стоило запомним. точно, однозначно. Тут даже Так никаких что добро сомнений. пожаловать в Майами, Спасибо. чтобы все ваши Спасибо. цели сбывались самым наилучшим образом. Большое спасибо. Спасибо. Увидимся в новых видео. Пока-пока. Там получилось, в конце или надо снова сыграть?